Армения, Грузия, Вася, Петя, Андрюха, здесь все кишмя кишит. Вот почему они испугались. Очень много бизнесменов. Просто вывозят бабки. Угроза национальной безопасности. Не будет ни товаров, ни услуг и так далее. Кто это все сделает? Все мое. Просто wake up, перестань бурчать. Что ты выбираешь, сделать шаг или молчать? Что ты выбираешь, сделать шаг вперед или назад? Кажется, что у меня отказали тормоза, но это не так. Сегодня предлагаю поговорить о русском бизнесе, который покинул страну. Вы не раз говорили, что это хорошо. Вот почему это хорошо, мы давайте попозже обсудим. А начнем с того, как вам кажется, насколько большой масштаб вот этого исхода бизнеса из России? Пока я скажу про масштаб. Дело вот в чем. Я везде, где сейчас вот бываю, там, в Таиланде, Дубае, Индонезии, там, да, в общем-то, и в Лондоне, и Германии, и на Кипре, везде очень много русскоязычных ребят. И вот среди этих всех вот людей, многообразие людей, разные же люди, да, очень много бизнесменов. Очень многие бизнесмены и предприниматели, кому стало неудобно работать из России по миру, они были вынуждены поменять офис там, на Дубай, на Турцию, там, не знаю, Таиланд, Индонезия, там кто-то поменял на Америку и так далее. Это исключительно, ну, такой инфраструктурный момент. Раз. Ну, а те, кто уехал там, опасаясь каких-то там, не знаю, да, там вещей, так они были до этого, значит, локальными бизнесменами, ну, только в одной стране, например, в России работали, да, а теперь, когда они переехали, например, в Дубай, у них какие возможности открылись работать? Ну, они резко стали международным бизнесом. То есть, если они не лохи какие-то, балабановские, да, ну, теперь бизнес везде, по всему миру. Почему предприниматели вынуждены были покинуть Россию? Первое и самое главное, я уже начал немного об этом говорить, это бизнес, который был изначально ориентирован на страны Запада. Ну, те, которые стали сейчас недружественными, да. Эти предприниматели и бизнесмены столкнулись с невозможностью продолжить эти бизнесы, оставаясь в России. Потому что платежи не ходят, затруднения с перелетами и так далее, ну и вообще вот эта канцелизация, да, вот это, ну, короче, много этих факторов, поэтому, конечно, предприниматели и бизнесмены, движимые тем, чтобы сохранить рабочие места, раз. Второе, сохранить работающие там цепочки, да, логистические, товарные и так далее. Конечно же, они, ну, оказались такими, ну, вынужденными, да, изменятелями вот этой локации. Вам что, хотелось бы, чтобы они все побросали, позакрывали свои вот эти вот компании, которые 30 лет строили, да? И чтобы сели на иждивение бюджета, и так пенсионерам не хватает денег, там им раздают там кошкины слезы и так далее. Вы хотели бы, чтобы вот эти предприниматели еще бы сели на бюджет? Я вот даю такую аргументацию людям, которые говорят, вот почему они, так ёпта, по кочану, потому что если бы ты, например, строил 30 лет какой-то бизнес, и у тебя получилось бы, да, ну, конечно бы ты бы искал способы, как сохранить рабочие места, как сохранить процесс и так далее. Поэтому вот это первая группа так называемых, ну, предпринимателей, бизнесменов, я их называю ответственных предпринимателей и бизнесменов. Вторая группа людей — это, ну, люди, которые испугались. Ну, у меня десятки таких товарищей, да, у кого вот в семье, представьте себе, жена или бабушка, или, ну, там, мама, да, ну, панически начинает бояться, ну, все, человека преследуют атаки какие-то психические, там, вот эти приступы, да, ну все, микроклимат такой возникает, что, ну, либо завтра ждет психбольница, либо надо что-то поменять. Это вторая группа предпринимателей и бизнесменов, которые уехали вот по причине такого, ну, психоза. Да, ну, во-первых, у некоторых у них был международный бизнес, а значит, они относятся к первой группе, о которой я рассказал. А большинство-то из тех, кто уехал вот из второй группы, у них нет никакого международного бизнеса. И что они сделали? Они в России оставили управляющих. То есть они как бы отдали контроль над бизнесом людям, которые здесь, или остались в контроле этого бизнеса и время от времени приезжают, смотрят, как дела, ну или дистанционно делают. И они пытаются стать теперь предпринимателями международными. И вот в этой группе я вижу, ну, в общем-то, не такой большой процент удачных случаев. Кто до этого не делал предпринимательские проекты в международном, ну, вы знаете, там никого не ждут, новичков, типа конкуренция, соперничество и так далее легко не будет. И есть третья группа предпринимателей и бизнесменов — это идеологически несогласные люди. Они, ну, принимают решения, ну, типа вот все. И
с концами уезжает, обычно радикально высказываясь о происходящем. И вот эти вот радикальные высказывания — это своеобразное, знаете, вот сжечь мосты, чтобы, не дай бог, вдруг мы передумаем. Не передумаем, потому что мосты сожгли. Вот такие группы существуют. Вы тоже можете их, кстати, теперь различать, наблюдать за ними, да, ну и писать мне в комментарии, а что вы подметили. Давайте чуть-чуть поговорим о том, куда уехали, какие основные направления сейчас релокации русского бизнеса. Да, есть два основных направления — Турция и Арабские Эмираты. Ну и я немного расскажу, почему эти два направления вот такие популярные. Турция исторически, ну, достаточно много бизнес-связей с Россией, ну и то, что вот близко. Многие россияне, кстати, покупали недвижимость в Турции и так далее, и кто-то сейчас покупал даже. Вот. Ну, у Турции есть много, в общем-то, и минусов тоже. Там правила постоянно меняются, лира, там постоянно гигантская инфляция. Арабские Эмираты, налоговые преференции и так далее. Большой транзитный хаб, огромный транзитный хаб. Когда я приезжаю, у меня ощущение, что здесь все. Вася, Петя, Андрюха, здесь все. Они все на одной площади ходят и так далее. У меня это такой базар вызывает вот это вот. Много народу, куда ни придешь, кишит, кишмя кишит, люди, все это Бурдж-Халиф, то, сё. Куда вы идете, ребята? Однако я хочу отметить, что вот, например, в Арабских Эмиратах, ну, они вводят теперь уже налоги, все будет, конечно же, надо что? Понаехали, надо что? Постричь как следует. В общем, основные бенефициары вот этой всей миграции, которая из России случается сейчас по народонаселению, кроме стран СНГ, это, конечно, Арабские Эмираты и Турция. Действительно, много людей уехали не только в Арабские Эмираты и в Турцию, но еще и в страны бывшего Советского Союза. Как вы это оцениваете? Насколько это вообще верный шаг для бизнеса? Да я вообще вот, если раньше говорили, вот Узбекистан солнечный, и все ехали в Россию, то теперь знаете, сколько россиян в Узбекистане? Реки развернули вспять. Реки-то не смогли развернуть, а вот миграционные потоки развернулись. И теперь приезжаешь в Узбекистан, а там столько ребят из России. Вот это вот. И это не шуточки, ребят. Теперь в Узбекистане жить, да, что, клево, арбузы, дыни, что там еще, там, персики, туда-сюда. У меня карточка, знаете откуда? Узбекский банк. Пожалуйста, тудым-сюдым могу платить с узбекского банка, а с российского не могу. Вот и все. Конечно, Армения, там, Грузия, там, Узбекистан, Казахстан, ну, условно, да и Азербайджан, да все вот это вот. Все страны получают сейчас огромный приток людей из России. И вот, например, тут новая информация подошла, что в Грузии 10% рост ВВП. Как вы думаете, почему? Знаете, сколько людей из России уехали в Грузию? Ну, сотни тысяч. Вот и все. С баблом, с мозгами и так далее. Вот, и так далее. Понятно, что это обеспечивает приток. Во-первых, экономическая мощь растет, продукты, услуги, товары, налоги и так далее. Понятно, что и дальше экономика повышается. И меня часто спрашивают, хорошее ли это решение, да, релоцироваться, например, в Узбекистан или там Казахстан или так далее. Я вам так скажу, знаете, для бизнеса вот страна, ну, не имеет никакого значения. Если ты международный делаешь бизнес, ну, главное, чтобы были международные связи, расчеты и так далее, да. Поэтому можно ли делать из Узбекистана международный бизнес сегодня? Да. То есть там есть какие-то вторичные санкции и так далее-сюда, но если ты делаешь, например, в Узбекистане бизнес и твоими потребителями основными являются компании из мира, ну, в мире, да, а не, например, Россия, да, то это международный бизнес с офисом, например, в Узбекистане. Почему нет? Просто представляете, как резко все изменилось. Представляете, 2 года бы назад меня бы спросили, вот, Игорь, как тебе вот офис, головной офис компании там в Ташкенте? Я бы сказал, вы что, в Узбекистане головной офис, вы что, дебилы? А сейчас я скажу, классно. Вот и все. Вот как меняются раскладки. Поэтому не зарекайтесь. Есть предприниматели, у которых уже были международные бизнесы, которые ориентированы на страны Запада, которые сейчас стали недружественными. Что с ними, по вашему опыту, сейчас происходит, что с их бизнесами? Да, есть такая группа людей, кто, например, жил в России, да,
У него есть некий капитал в России, да, он на этот капитал, например, строил заводы в Европе. Ну да, эти заводы, они, в принципе, работают, ничего с ними сейчас не происходит. Другой вопрос, что сейчас перемещение капитала из России на западные недружественные страны, ну, невозможно. Запрет на движение капитала, и поэтому поддерживать эти заводы или этот бизнес, да, там, развивать дальше, инвестировать дальше, ну, нет возможности. Вот поэтому эти люди просто, ну, не развивают этот бизнес. Вы много раз говорили, что сейчас разворачивать международный бизнес россиянам стоит в сторону Азии. Можете пояснить подробнее, почему? Ну, конечно, если ты продолжаешь проживать в России, да, ну, следует выбирать бизнес-территории, которые, ну, дружественные, да, тогда тебе будет проще. Ну, вот, например, Индонезия, там, Таиланд, там, арабский мир и так далее. Ну, а главный вопрос вот в чем, что на что ты ставишь ставку. Например, если ты ставишь ставку пойти в рынки, которые в течение 10, 20, 30 лет станут, ну, самыми главными в мире, тогда следует идти в Азию. Это не значит, что вся экономика мира туда переместится. Да? Нет, это абсолютно не значит. Но для некоторых предпринимателей и бизнесменов это очень мощный шанс зацепиться. Интуитивно понятно, что на плотных рынках, где вот все заполнено, ну попробуй там создать новую фирму в какой-то там области. Ну, конкуренция просто адская. А в Азии, где бурно растущие рынки, да, само возникновение нового рынка, ну, знаете, рынок возник, а поставщиков еще нет, да, то есть вот, ну, вот такая вот среда. Азиатские рынки очень похожи на рынки России начала вот этого столетия, 2000-х годов. Ни нет. Например, вот чтобы вы, ну, взяли для примера, смотрите, в Индонезии несколько лет назад появился, ну, такой вот интернет более-менее человеческий, там, в малых городах, в селах и так далее. Вот, например, вы можете себе представить, какой интернет-бум идет в Индонезии? Блогеры, там какие-то онлайн-школы и так далее, онлайн-образование и так далее. То есть огромное количество бизнесов возникает вот сейчас в Индонезии. И поэтому те, например, блогеры-шмогеры, которые вот потеряли заработок из-за там отключения монетизации, YouTube и так далее, в Индонезию, собирайте манатки и там, например, Индонезия или Аргентина или Бразилия. Ребят, на самом деле южноамериканский рынок вот сейчас тоже на старте. То есть все, что сейчас происходит в Индонезии или в Южной Америке, ребят, это вот начало России, там, ну, или середина 2000-х годов в России. Езжайте туда. Давайте поговорим об ошибках предпринимателей, которые не допускают при релокации. Есть такие, которые вы подмечаете? Ну, ошибка ли это, не знаю, но вот многие люди, которых вынужденно выдавило вот по международному бизнесу, у них вдруг случился экспоненциальный рост. Выходит, что раньше они не доделывали, но они как бы готовились потом к международной экспансии, и вот тут вдруг. То есть, объективно вот что, если бы они пошли просто раньше в международный бизнес, у них бы раньше там бизнес расширился и все. Это реальная ошибка. То есть вот этот вот трансграничный переход, когда ты, например, ведешь бизнес в маленьком городке, тебе очень страшно пойти, ну, и трахнуть областной центр, блядь, ну, построить монополию какую-то там, да, а потом, оказавшись в каком-нибудь областном центре, да, страшно пойти в столицу и отыметь все регионы, это самое, страшно. Если бы ты сразу, да, и стал, я говорю, я стану там национальным чемпионом, да, последовательно, но я не остановлюсь на каждом уровне, не зависну, да, у тебя была вероятность, у тебя реально была вероятность. А так ты повисел там на локальном уровне, потом на областном, потом на каком-то региональном уровне. Все. Твое время кончается, время твоей жизни конечно. Приезжаю в Магнитогорск, там встречаюсь с одним товарищем, он самый крутой по мойкам в Магнитогорске. Я говорю, ну ты вообще. А он такой меня водит по этим мойкам, говорит, смотри, какая. Я походил, я по всем мойкам походил, говорю, отличные мойки, говорю, когда Челябинск, ну, короче, сеть, там, не знаю, может, еще какие-то бизнесы, он говорит, не, я предпочитаю быть королем автомоек в Магнитогорске. Я говорю, понятно, блин. И ведь у него есть деньги, у него есть
у него все есть, у него тело есть, ум и сердце, он прекрасный, он умный, он просто сноровистый и все. Ну что он? Ну он остановился. Вот ошибка. Остановка. Ошибка. Вторая ошибка. Люди, которые, уехали, но они, отъехав, они остались, как бы в России. То есть они как бы отъехали, но как бы у них ничего не поменялось. Они не интегрируются в мировую, не знаю, среду или хотя бы в локальную среду, в страну, куда они приехали, да, они живут такими отдельными группами, тусуются с русскоязычными ребятами, не ассимилируются и не делают международный бизнес. И это большая ошибка и большая неприятность, потому что они продолжают бабки-то из России качать. У многих там дивидендные или рентные какие-то доходы. Среди вот тех, кого я только что назвал во втором пункте, есть люди, которые уже стали массово возвращаться в Россию, испытав неоднократно вот этот вот шок, шок, что тебя нигде не ждут, ты никому не нужен. Ты пришелец, который пришел отнимать хлеб у детей, тех, кто давно там жил. Если ты не приносишь какую-то функцию очень архиполезную, нужную, все, давай, ты кто вообще такой? И вот человек, поскитавшись и не встроившись, как бизнесмен, как предприниматель или как специалист, и не согласившийся при этом, я не знаю, мыть какие-то машины или работать за $2, я не знаю, сколько там, за самый низкий чек там в какой-нибудь закусочной там, они, прожив вот столько беды, они приезжают в Россию и говорят, как будто бы какой-то налет вот этой вот бурбуленции с них слетает. Вот. Если уж ты хочешь попробовать себя в международном сообществе, конечно, бери и делай, интегрируйся сразу. Учи языки, делай бизнес. Для этого требуется не просто уехать. Уехав, отвезя свое тело куда-то, как глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах. Понятно? Что, пингвин уехал, в утес туда забился, и там его, вот и все, вот что ты чувствуешь. Что теряет Россия от того, что такое количество предпринимателей ее покинуло? Первое. Вымыло огромное количество достойных, сильных, мощных предпринимателей, резко ослабела предпринимательская среда. Если она ослабела, то есть на рождение новых предпринимателей будет мощность, на рождение нового ослабевает тоже. Это реально удар, и это чувствуется. Второе. Есть очень многие стратегические товары или услуги, вообще говоря, без которых Россия находится в опасности. Произвести, создать эти товары или услуги могли бы как раз только те люди, которые поразъехались. Просто всем кажется, что автомобильные запчасти откуда-то возьмутся. Или авиационные запчасти откуда-то возьмутся. Откуда они возьмутся? Их надо либо натырить где-то и привезти, если эмбарго, или произвести, то есть поставить новые совершенно предприятия, которых нет. А чтобы их поставить, надо закупить станки, которых тоже сложно завести, их надо где-то либо натырить, либо по параллельному импорту завести. Кто это все сделает? Представьте себе, что есть миллион товаров и услуг, миллион номенклатуры, которые требуются России, чтобы сейчас банально обеспечить устойчивость. И если предпринимателей нет, то не будет ни товаров, ни услуг и так далее. И скоро там случаться будут аварии какие-то, и мы не сможем противостоять этому, потому что некому это сделать. И если очень часто я слышал мнение, что угроза безопасности — это отсутствие, например, ядерного оружия или что-то там, своей платежной системы, своих там центральный банк, что-то. Да, я согласен, но я там ничего не понимаю. Я вам говорю сейчас ответственно, заявляю, что одной из мощнейших угроз безопасности страны является, скажем так, отсутствие предпринимательства. Это вообще просто да? Или ослабление этой среды. Это угроза национальной безопасности. И третье, самое мое любимое. Бабки. Бабки, они просто вывозят бабки. Бабки, которые бы могли работать на нас, на страну, их бабки, они бы шли бы на покупки товаров у других предпринимателей, то есть экономика бы росла. Все,
А так они уезжают куда-то и бабки увозят, все. Нет бабок. То есть они вымывают экономическую, опять же, ресурсную составляющую и так далее. После этого даже страшно спросить, но все-таки что хорошего-то в отъезде русского бизнеса из России? Когда столько противопоставлений, о хорошем как-то вот язык не поднимается говорить. Но хорошее есть. Вот. Я подчеркну, это хорошее не компенсирует то плохое, которое я сейчас сказал. Хорошее, которое я сейчас скажу, это то, что дает мне возможность, мне, вам, да, нам зацепиться за то, чтобы конвертировать эти обстоятельства к выживанию раз и к переходу все-таки к процветанию на последующем этапе два. Если вы умеете в любой жопе, просто полной жопе, понимаете, вот полная, безоговорочная, понимаете, без просветка. Вот. Если вот в этой ситуации вы такие не паникуете, то вы вдруг замечаете, сколько много возможностей. И уж если я, поверьте, если я увидел что-то, заметил, подметил, вот тогда, мама, не горюй, я потяну за эту веревочку, потяну, я распутаю этот клубок, вот уж, я распут. А так как все заняты какой-то паникой и так далее, конкурентов-то нет. И вот тут я тяну еще вот. Я все это присваиваю. Все присваиваю. Все мое. А вот теперь будьте особо внимательны. Итак, первое. Русскоязычный, русскоговорящий бизнес, а я, вообще говоря, не какой-то там advanced English speaking. Я такой простой intermediate, понимаете, да, и вот спикаю, когда, на таком вот уровне, да, и сейчас вы представляете, сколько россиян или русскоязычных ребят по всему миру. Как классно вести международный бизнес, когда ты на родном, великом, могучем, да, вот это, где можно матерком приложить так, чтобы мало не покажется, и ты можешь вести международный бизнес на родном, могучем, любимом моем русском языке. Это же, просто какая-то находка. Английский учить не надо. Второе. Интеграция в международные процессы и прежде всего вот этот вот быстрорастущий азиатский рынок, Индия, южноамериканский, именно сейчас велика как никогда. Шанс. И Россия, традиционно имея сильнейшие связи, например, с Европой, сейчас получает вот это вот, типа, давайте на время лет на 10, а может быть на 20 мы уменьшим, да, вот эту вот связку вот с Европой и переместим вот это вот внимание, да, России бурно растущим азиатским, там, латиноамериканским там, рынкам, арабским, да, и так далее. При этом многие говорят, как же, высокие технологии и так далее, они же там в Европах, в Америках и так далее. Да, но это сейчас. К 2050 году ситуация дальше будет меняться. Индия, Китай, Азия и так далее. И вот сейчас, смотрите, очень важно, то, что я назвал из плюсов, это потенциалы. Этим следует еще суметь воспользоваться. А чтобы этим воспользоваться, нам и потребуются те самые предприниматели из той самой предпринимательской среды, где у нас не очень хорошо. Да? Поэтому этим следует воспользоваться. Мы с вами точно сможем. Я бы хотел вам пожелать, чтобы у вас получилось. И потому давайте вместе размножать хорошее. Пусть плохому места просто не останется. Ты снова не чувствуешь свои желания, снова новые и новые оправдания. Что тебе нужно для твоего сознания? Освободи свои желания, освободи свои желания.